Когда кажется, что ниже падать уже некуда, Konami хлопают по плечу и говорят: друзья, это только начало. Вот и наступил 4-й сезон в eFootball. И когда ожиданий от него и так особо-то и не было, они не были, так сказать, завышенными, даже в таком случае 4-й сезон умудрился их полностью не оправдать, скорее даже разочаровать, и в лишний раз возмутиться тому, насколько Konami халатно подходит к контенту для своей игры. Но обо всем, как и всегда, по порядку. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Поддерживайте это видео своими лайками, в комментариях делитесь своими впечатлениями от нового наступившего сезона. Ну и также не забывайте подписываться на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Если вы испытываете проблемы с тем, чтобы купить игры в Steam, у меня есть для вас решение. KupiCode — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. Библиотека игр KupiCode полностью повторяет библиотеку Steam. Более того, на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны в нашем регионе. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. На сайте самые низкие цены на покупку игр гифтом, а по моему промокоду комиссия снижается на целых 10%. Покупка игры становится намного выгоднее, чем пополнение через Kiwi, но действие промокода, естественно, ограничено. Все просто и, самое главное, безопасно. Никаких паролей, только ссылка на аккаунт. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Переходи на KupiCode и играй во все новинки в Steam, как раньше. Итак, как вы все помните, обновление до версии 3.3.0 вышло еще на предыдущей неделе, в то время как новый сезон стартовал только сегодня. И забегая наперед, этот сезон будет длиться всего лишь месяц, то есть с февраля по март. И если честно, слава богу, потому что даже исходя из трейлера, из описания этого сезона, в принципе, нетрудно догадаться, что много контента он с собой не привнесет. А поэтому, если бы Konami растянули его на 2 месяца, или не дай бог на целых 3 месяца, это были бы самые ужасные месяцы в рамках eFootball. Ну а что же касается этого самого контента непосредственно, то, исходя из названия, он посвящен бразильским игрокам, бразильскому карнавалу, так сказать. И описание гласит, что в Новый год мы вступаем с карнавальным праздником, который проходит в Бразилии, а поэтому все будет посвящено именно Бразилии. Например, сегодня в игре стал доступен эпический пак с бразильскими игроками, Неймаром, Ромарио и Дэнилсоном. В рамках карнавальной кампании нам будут раздавать хайлайт-карточки игроков сборной Бразилии. Забегая опять же наперед, этот пак полный шлак. Ну и сама по себе карнавальская кампания, которая будет раздавать нам всякого рода валюту, прочие награды за вход, за участие в тех или иных ивентах и прочие активности в игре. Например, за вход в игру после старта нового сезона каждый из пользователей получает очередную бесплатную карточку Неймара. И на самом деле, как я писал в своем телеграм-канале, для игроков, которые начали играть недавно, для тех же самых новичков, любая карточка Неймара — это, по сути, ну, самый что ни на есть подарок. Потому что в игре у него моделька действительно приятная. Но что делать нам с вами, игрокам, которые уже играют приличное количество времени в эту игру, и у которых уже на самом деле приличное количество этих Неймаров? Да, по сути, ничего, просто принять эту карточку как данность и идти дальше. Также немножко про хайлайт-пак сборной Бразилии, которые будут раздавать за вход в игру, за участие в ивентах. Опять же, там нам будут раздавать игроков сборной Бразилии, но, если честно, подбор там тоже какой-то странный. Например, Педро, который дальше бразильского чемпионата особо-то и не играл. Или, например, Ренан Лоди, который в это зимнее межсезонье успел перейти в Аль-Хиляль, по сути, расписался, что у него карьера, ну, подошла к концу. Или вот еще один игрок, по-моему, атакующий полузащитник и вовсе без фейса. Но в то же время Konami делают фейсы для каких-то ноунейм японцев. Отличный подход. И лишь только Данила и Маркиниос смогут представлять какой-то интерес для игроков. Маркиниос, в принципе, интересный ЦЗшник. Если у вас не было его предыдущих карточек, например, там из премиум пака сборной Бразилии во время чемпионата мира или его номинальной карточки, то, в принципе, подгон неплохой. Ну а Данила для искушенных игроков, тех же самых фанатов Ювентуса и прочих подобных пользователей. Касаемо же подарочной карты Неймара, то у нее, как всегда, отличный дриблинг, хорошая подкрутка, но просто убогие цифры выносливости, скорости. То есть это, наверное, самая медленная, самая невыносливая его карточка за все то время, что в целом выходили карточки в eFootball. Если сравнивать ее с предыдущей бесплатной карточкой, которую раздавали за переход тот же Аль-Хиляль, то, в принципе, разница несущественная. Опять же, есть небольшая разница в балансе, в выносливости, но в целом, по большей части, все остальные скиллы, они плюс-минус одинаковые. Новые паки и новые паки
полная хуйня, ну, честное слово. Пак команда недели, точно так же, как и по аналогии с предыдущей недели, особого интереса не представляет. Пара-тройка игроков, возможно, в лице Кросса, Дэвиса, могут кого-то заинтересовать, но по большей части здесь собраны какие-то андеграунд футболисты. Номинальный пак, так здесь еще веселее. Он посвящен так называемым вундеркиндам, в список которых по какой-то причине включили Дарвина Нуньеза. Прошу заметить, человеку 24 года, а его называют Голден Боем. Более того, у этой карточки Konami забрали отличительную особенность Дарвина Нуньеза, ну, по крайней мере, в eFootball, а именно навык суперсаба. Начиная с eFootball 2022, когда Нуньес еще считался имбовой карточкой, у него всегда был суперсаб. А в этой карточке этот навык убрали, то есть теперь его можно будет выловить отдельно. Да и то не факт, что именно его вы и поймаете. Но об игроках из номинального пака мы поговорим в отдельном ролике на втором канале, что будет чуть-чуть попозже. Но в целом, что команда недели, что номинальный пак, оба пака невыразительны. И для тех же новичков, ну не знаю, какой он может интерес представлять, крайне унылый подбор со стороны Konami. Ну и, конечно же, премиальный в кавычках пак с главным тренером Зика. Точно так же, как и по аналогии с Канаваро, с Кройфом, с Гвардиолой. За 500 золотых монет вы можете приобрести его в свою команду в качестве главного менеджера. Его основной стиль — владение мячом. Буст прибавляет 1 пункт к скиллу дриблинга. Вопрос, за что здесь отдается 500 золотых монет? Если честно, непонятно. Я понимаю, если бы в игре еще присутствовали модельки этих самых менеджеров, и можно было их наблюдать в тех же кат-сценах, или в моментах там между ударом от ворот, взбрасыванием с аута. Но нет, просто вы отдаете 500 золотых монет за картинку с Зико при выборе состава. И даже особого буста-то не получаете от него, потому что, ну, в игре есть немало других хороших тренеров, у которых есть владение мячом. А так называемый буст, который приплюсовывает +1 к дриблингу, ну, особо погода не сделает, давайте будем честны. А поэтому это скорее похоже на очередной развод гоев на золотые монеты. И на самом деле складывается неоднозначная ситуация, поскольку до того, как сесть записывать звук для этого ролика, меня прям переполняли эмоции, негативные эмоции. Мне хотелось материться, в лишний раз обругивать Konami всевозможными плохими словами насчет того, что опять сезон ни о чем, контент ни о чем, чем нам заниматься целый месяц. Но сейчас, в принципе, мне опять стало как-то безразлично, что ли. Но я все еще не забыл ту самую мысль, которую хотел пронести через весь ролик, как до записи, так уже и во время записи, а именно тот факт, что Konami просто под оберткой нового предоставляют старый контент. Опять же, взять те же самые карточки, которые появятся в рамках 4-го сезона, Макелеле, Канаваро, это все те же самые игроки, которые уже появлялись в игре ранее, просто с другими карточками и с соответствующим бустом. Вау, нам наконец-то добавят Big Time карточки с игроками Милана, а ничего, что в прошлом году уже выходили аналогичные карточки. Например, та же самая Big Time карточка с Рафаэлем Леау. Разница будет лишь только с бустом. И по сути на этом и строится весь контент, и это больше всего расстраивает, и это больше всего бесит. Плевать на отсутствие мастер-лиги, плевать на то, что они нам дают уже в 100-й раз эту карточку Неймара. Бесит только то, что они предоставляют один и тот же контент, только по другой оберткой, и преподносят это как своего рода праздник, как карнавал. Да пошли вы нахуй, Konami, с таким карнавалом. Желаю вам затеряться в этой чертовой Бразилии и больше никогда не выходить на белый свет с такими обновлениями. Ну а с вами был Реалистик Пес. В комментариях под этим роликом я буду ждать вашего мнения касаемо всего увиденного и услышанного. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!